Enigma — группа, которую довольно тяжело отнести к какому-либо определенному жанру, и одновременно с этим невозможно спутать ее неповторимое и поражающее восприятие звучания, экспериментальное созвучие, мистическое сопровождение и воодушевляющие мелодии вместе создают музыку, которую можно беспрерывно слушать на протяжении долгих часов. В этом видео я вам расскажу о лучших композициях группы Enigma, но перед тем, как перейти непосредственно к этому списку, стоит немного рассказать кратко о самой группе Enigma. Тем, кому интересна полная и длинная версия истории этой группы, у меня уже есть видео на канале. Ссылку я оставлю под видео, либо будет подсказка к этому видео в аннотациях версии для ПК. Проект Enigma берет свое начало в 1990 году. Основоположником группы является немецкий музыкант и продюсер Мишель Крету, который на то время хоть и сотрудничал с известными исполнителями, но особого коммерческого успеха не имел. Мишель Крету также работал с популярной на то время поп-певицей Сандрой, которая впоследствии становится его женой. Вместе они переезжают в Испанию на Ибицу, где Мишель открывает собственную звуковую студию ART Studios. Именно с этого важного шага и начинается история уникального проекта Enigma. Главной задумкой Мишеля на то время являлось создание группы, где все участники будут полностью анонимны. Само название Enigma в переводе обозначает слово «загадка». Продюсерская деятельность оставила свой неизгладимый след на музыкальном восприятии Мишеля. Он четко осознавал, что публика изначально воспринимает образ самого исполнителя, а потом уже берется за оценку его музыки. Именно поэтому идея создания группы без открытых творческих лиц казалась настолько важной для него на то время. Слушатели должны были полностью абстрагироваться от всего лишнего и сконцентрировать свое внимание исключительно на музыке, чтобы полностью погрузиться в неповторимую атмосферу проекта Enigma. Изначально группе действительно удалось сохранять полную анонимность, но это продлилось очень недолго. Через некоторое время публике стали известны ее участники, и это совершенно неудивительно, ведь над музыкой работали большое количество талантливых людей. Помимо Мишеля и Сандры Крету, участие в первой записи принимали Франк Петерсон под псевдонимом Григориан. В Enigma он был соавтором Мишеля Крету и занимался поиском уникальных сэмплов. Изначально Франк играл на клавишных инструментах для сольного проекта Сандры. В Enigma он работал над созданием нескольких треков для первого альбома. Им также осуществлялись технические вопросы, связанные с записью музыки. Его деятельность в группе продлилась всего 1 год с небольшим. Дэвид Файерстайн участвовал в создании текстов для проекта Enigma. В группе он принимал участие намного дольше, чем Франк Петерсон. Его деятельность осуществлялась вплоть до 2000 года. Вдобавок он писал тексты для сольного альбома Сандры Close to Seven. Луиза Стэнли осуществляла бэк-вокальное сопровождение в некоторых треках вместе с Сандрой. Она также работала над 3 следующими альбомами. На этом участники группы не заканчиваются. Постоянное количество лиц, которые принимали работу над созданием треков, постоянно увеличивается. Но такие люди выступали скорее в качестве приглашенных лиц для совместной работы, а не в виде полноценных участников группы. Самое интересное, что от альбома к альбому можно наблюдать развитие и продвижение музыки, но основное звучание всегда оставалось все таким же уникальным и неповторимым, каким было изначально. Одним из самых переломных моментов в истории группы является период 2007 года. Мишель и Сандра разводятся, что незамедлительно приводит к прекращению их совместной деятельности. Разумеется, что с уходом Сандры группа Enigma значительно теряет в своем особенном звучании. Впоследствии над вокальным сопровождением группы работало более десятка человек, но никто не задержался настолько долго, насколько пробыла в коллективе Сандра. На сегодняшний день довольно тяжело утверждать, что Enigma все еще действительно существует. Хоть проект и не объявлял о своем распаде, но какой-либо информации о новых треках или альбомах не слышно с периода их последней работы, которая вышла в 2016 году. За всю историю своего существования группа выпустила 8 полноценных альбомов,
каждый из которых заслуживает отдельного внимания слушателей. Вдобавок существует также несколько интересных клипов, которые выполнены в том же мистическом и воодушевляющем стиле, что и музыка группы Enigma. Ну а теперь непосредственно перейдем к самим лучшим композициям, на мой взгляд. Return to Innocence. Звучание этой песни знакомо почти каждому человеку. Return to Innocence — это одна из самых знакомых композиций в репертуаре группы Enigma. Хоть альбом The Cross of Changes является довольно целостным, но именно данная песня особенно выделяется для слушателей. Спокойная и воодушевляющая мелодия, а также дополняющий этнический вокал являются уникальным и неповторимым сочетанием, где все компоненты сливаются в один из самых главных хитов проекта Enigma. Название этой песни переводится как «Возвращение к невинности». В качестве сингл с альбома The Cross of Change она вышла в начале 1994 года. Мелодичный трек имел большой успех и вскоре стал международным хитом. Вторым для Enigma после Sadness Part 1. Return to Innocence лидировал в 10 странах, включая Зимбабве. Он также занял вторую строчку в Европа Hot 100. Именно Return to Innocence стал самым большим прорывом для Enigma на территории США. Композиция заняла второе место в Billboard Modern Rock Track, а также вошла в топ-5 лучших Billboard Hot 100. Музыкальный клип был снят Джульеном Темплом. В нем показывается жизнь мужчины только наоборот, начиная с его смерти и заканчивая его крещением в младенчестве. Sadness. Мелодичная и одновременно поддерживающая ритм композиция Sadness является именно той песней, которая ассоциируется у всех с неповторимым звучанием этой группы. Закройте глаза и прослушайте Sadness от начала до конца, чтобы глубоко прочувствовать именно то восприятие музыки, которое предлагает нам Enigma. Данная композиция вряд ли нуждается в представлении, так как она прекрасно известна всем поклонникам Enigma. Это самый первый и самый большой прорыв проекта из их дебютного альбома. Трек мгновенно стал международным хитом, заняв первое место в 14 странах мира. Это очень чувственное произведение, в основу которого легли сомнения сексуальных желаний маркиза де Сада. Музыкальный клип показывает песца, мечтающего и блуждающего среди развалин собора. Красивая девушка, которая шепчет основной текст песни, французская модель Кэти Тастет. Beyond the Invisible. В данной песне чувствуется простор экспериментов, которые превосходно были реализованы Мишелем Крету. На первых секундах песня предстает в виде классического исполнения группы Enigma, но ближе к середине слушателям открывается уникальный неповторимый мужской вокал, который будет сопровождать все звучание композиции до самого конца. Глубина исполнения данной композиции способна поразить даже тех слушателей, которые не разделяют особого восторга от такого музыкального жанра. На этот раз Сандра вновь исполняет вступительный вокал, в то время как основной, ведущий вокал, принадлежит ее мужу Мишелю. Клип также был снят Джульеном Темплом в лесу Савернейк, Великобритания. Каток для танцоров был построен специально для видео. На его заморозку понадобилась неделя. Gravity of Love. Очередной экспериментальный вариант в творчестве проекта Enigma. Если в большинстве композиций вокал выступает в качестве некого дополнения к общему звучанию, то здесь вся песня выстроена вокруг яркого и воодушевленного женского голоса. Эта композиция — это именно то, почему творчество данного коллектива заслуживает внимания абсолютно любого любителя данного жанра. Композиция Gravity of Love демонстрирует вокал гостя Ruth and Boyle из британской группы Olive. Amen. В данной песне очень сильно чувствуется влияние современной музыки на творчество Enigma. От данной композиции присутствует на крайнем альбоме группы, но от этого ее гениальность не становится менее значимой. Музыкальное сопровождение данной композиции предстает в классическом стиле группы,
а вот вокал претерпевает значительные изменения. Здесь мужской голос более многогранный и уверенный, что можно увидеть в постоянно меняющейся голосовой тональности и исполнении. Композиция I Love You, I Kill You выпущенная в рамках альбома The Cross of Changes в 1993 году. Написана она была самим Криту совместно с Дэвидом Файерштайном. Лирика гласит: «Я вижу любовь, я вижу страсть, я ощущаю опасность и одержимость. Не играйте с теми, кто любит вас, потому что я слышу голос говорящий: я люблю тебя, я убью тебя». Principles of Lust. А это очаровательный трек 1991 года. Данный трек стал третьим синглом с успешного дебютного альбома. Сингл-версия представляет собой ремикс на Find Love с некоторыми дополнительными инструментами. TNT for the Brain. Песня 1997 года, второй и последний сингл из альбома Leroy est mort, vive Leroy. Несмотря на то, что в Великобритании трек достиг лишь 60-й строчки, со временем он стал большим хитом Энигмы. Age of Loneliness. А эту композицию, чье название переводится как «Возраст одиночества», можно рассматривать как ремикс на более раннее произведение Энигмы, песню Curly's Song. Вокал в песне шепчет Сандра Криту. Призрачное григорианское пение чарует и восхищает. Что касается музыкального клипа, то он снят полностью в сепии. Voyager. Гипнотизирующая мелодия из одноименного альбома 2003 года с такими словами: «Приди, приди ко мне, приди, путешественник. Я жду тебя, приди ко мне, путешественник». Calls Went Away. Песня достойно украсила дебютную пластинку Энигмы. Сегодня клип на нее посмотрело несколько миллионов человек. Turn Around. Единственный сингл, выпущенный из сборника Love, Sensuality, Devotion The Greatest Hits. Слова композиции звучат так: «Обернись, и я покажу тебе что-то. Обернись, и ты увидишь, что жизнь – карусель». Push of the Limits. Еще один прекрасный трек от Энигмы начала нулевых. Хоть музыка группы Энигма и можно назвать особенной и специфичной для большинства слушателей, но ее творчество по праву заслуживает свое место в списке лучших мировых исполнителей. Главное, что по сей день Энигма не предает свои устои и по-прежнему остается той самой загадкой, которая была с самого начала своего пути.